Вспоминая свои школьные года и понимая, что сейчас бы хотелось бы их прожить по-другому, более качественно, также имея опыт преподавания в университете, когда я наблюдала, что студенты приходят недостаточно подготовленные после школы, ну и, конечно же, имея взгляд на современную систему образования, которая вышла из советской системы, к сожалению, но сейчас потеряла качество и нравственность. Мы поняли, что мы хотим для нашего сына другую школу. «12 лет практики с передовыми технологиями в сфере образования. Мы нашли подход, при котором возможно за год пройти программу 3 лет. Отсутствует необходимость зубрить информацию, она запоминается через понимание. Единые государственные экзамены сдаются на знаниях детей. Происходит раскрытие уникальности, дети становятся более уверенными и самостоятельными. Происходит улучшение состояния эмоционально травмированных детей. Дети на равных со взрослыми готовы участвовать в конференциях и форумах. За время обучения в Академии Света я научилась ставить цели и достигать их. Я полюбила школу и сам процесс обучения. Я закончила 7-8 класс за 1 год. В этот же период я участвовала в педагогических форумах на уровне взрослых. В 7 классе я сделала проект по физической эволюции животного мира, и в период обучения в педагогическом колледже учитель по биологии взяла его как пример и как дополнительную методику для обучения. Самое главное, Академия Света помогла определить мой жизненный путь, мои цели, задачи и мое предназначение. Этот универсальный подход, он позволяет синтезировать методики разных направлений. Это и синтез классической методики, гуманной педагогики Аманашвили, также школы Щетинина, педагогики Сухомлинского, Ушинского, Макаренко, вальдорфский подход Штайнера, а также Монтессори. Синтез помогает детям освоить большой объем информации, освоить его эффективно. Как мы это делаем? Мы привлекаем для этого технологии скорочтения, используем ментальные карты, комплекс тренингов, который повышает внимание, повышает уровень пространственного мышления, расширяет поле зрения, тренирует память. Мы используем те приемы, которые позволяют вовлечь нам оба полушария головного мозга в работу. Занятия каллиграфией происходят и правой, и левой рукой. Каллиграфия позволяет понять, почему именно так пишется буква, а не иначе, понять смысл, который заложен в каждом из этих символов, из этих букв. В этом же нам помогает изучение славянской азбуки, где каждый символ – это определенное значение. То есть мы лучше понимаем при этом семантические значения слов. Мне как-то сначала не хотелось, что ли, идти в школу, а потом, когда я первый день, второй, третий начала ходить, мне прям так понравилось. Вообще мне здесь нравятся все предметы, но вот в России мне не нравился вообще предмет русский язык, я вообще его не любила, потому что мы всегда учили правила. Мы не учим здесь правил, не зубрим их, а мы их прорабатываем через ментальные карты. Кроме того, мы тренируем ежедневно органы чувств. Это те сенсоры, которые нам необходимы для познания окружающего нас мира, окружающей нас Вселенной. Например, мы ежедневно играем на свирели. Каждый день вместе с детьми мы начинаем с медитации, то есть сонастройки. Это сонастройка друг на друга, на свое внутреннее пространство, на пространство, которое находится вокруг, и на то, чтобы все, что происходило в процессе обучения у детей, происходило благостно, гармонично, дружественно. Таким образом, мы повышаем свою нравственность и духовную составляющую. Мы стараемся в нашей академии уделить внимание всем факторам, которые необходимы для совершенного развития. Немаловажный фактор – это физическое состояние и здоровье. Здесь уделяется большое внимание тому, чтобы дети физически были развиты. Применяются как активные упражнения, так и йога, которая позволяет почувствовать гармонию своего тела. Важный фактор – это когда взаимодействие между детьми происходит по вертикали, то есть не только по горизонтали, когда дети общаются с одним и тем же возрастом в одном классе, а именно когда у них есть возможность проявить себя по вертикали по возрасту, то есть наставничество и подопечные. Ребята, которые могут проявить себя в роли учителя, передавая информацию другому, ты ее лучше и понимаешь, и познаешь сам. Точно так же и младшие, они учатся и стремятся стать, по примеру своих старших друзей, более совершенными, и у них появляется мотивация. Они учатся также послушанию и вниманию. У сына
В обычной школе в Санкт-Петербурге пропала мотивация к обучению. У него была очень низкая успеваемость по основным предметам. По прошествии тех месяцев, которые он проучился в Академии Света, сына было просто не узнать. Он очень изменился, он поверил в себя, поверил в свои силы. Мы вернулись потом в Санкт-Петербург, в свою школу. Он безболезненно влился в коллектив, вернулся в свой класс. Он показал очень хорошие успехи по основным предметам. И, что самое главное для меня, как для мамы, у нас с ним стали очень теплые, доверительные, дружеские отношения. Мы убедились, что это уникальный образовательный проект и предложили педагогам расширяться до Международного просветительского центра. В настоящее время мы готовы поделиться своим опытом с инициативными группами родителей или экспериментальными классами. Мы с радостью приглашаем вас присоединиться к нашему образовательному процессу в течение года, а также принять участие в ежегодном летнем лагере Академии Света. Давайте вместе будем творить будущее и станем совместно участниками глобального проекта. Мы с огромной благодарностью примем любую финансовую поддержку на развитие проекта для процветания и будущего наших детей.